Всем героям большой-большой привет, с вами на связи, как обычно, Импреза. Сегодня постараюсь быстренько вам рассказать про Ворона Бездны. Сейчас у нас с вами идет событие, рулетка, лотерея точнее, в которой вы можете его открыть. И расскажу вам вообще про него в двух словах. Сейчас очень долго задерживаться не будем, потому что герой по факту он среднячок, может быть даже он где-то у нас находится в категории плохо, но прежде чем мы с вами перейдем к обзору, давайте приглашу вас сюда в группу. Группа у нас называется вот так. Если по ссылке не получается перейти, то можно просто в поиске написать название вот это вот «Герои против монстров» и Импреза в конце добавить, и тогда вы на эту группу попадете. Она в открытом доступе, там вступление по заявкам. Я заявки все эти ваши вижу, и можете заходить. Там очень много полезной информации, то есть можно посмотреть. Я тут борт-журнал веду, чат есть. Есть также ветка с хобби, там можно делиться своим творчеством и так далее. Там, ну, грубо говоря, свободные темы. Также есть кузница героев. Здесь можно посмотреть вообще абсолютно любого героя, практически большая часть основных героев здесь есть. Обязательно все это будет дополняться, то есть можно вот так вот на каждого нажать, посмотреть, как лучше собрать, и плюс-минус краткое описание здесь можно увидеть. Такая же ветка у нас есть и по палкам. Палки здесь практически все, там 2 штучек не хватает, обязательно потом допишем, потому что палочки еще пока новые относительно. И, да и, честно говоря, ну, не хочется пока про них писать, потому что не хочется делать поспешные выводы. Вот. Также есть тир-лист, также есть моя статистика по забегам в подземелье. Не знаю, поможет она вам чем-то или нет, но вот для себя решил ввести. Мне вот просто интересно, кто сколько урона в подземелье выдает. Ну вот как-то вот заинтересовало меня вот это вот введение статистики. Может быть, и вам тоже в чем-то это пригодится. Так, ну а теперь непосредственно к Ворону Бездны. Что у нас здесь интересного? Да здесь у нас интересного по факту ничего и нет. Защита, скорость передвижения, да, тут это все понятно. Долго смысла нет тут заострять внимание. Плюс 1 снаряд физический раз, плюс 1 снаряд физический 2. На 50 уровне глобалка на 12,5% урона, на 70 то же самое, на 120 то же самое. То есть герой прям вот максимально как будто бы простой. То есть ничего какого-то там сверхъестественного у него нет. То есть он нужен просто для глобальных усилений. Но небольшая особенность механики у него, скажем так, есть. Она находится в скиллах, и связана она с необычностью визуализации, скажем так. Я об этом обязательно сейчас расскажу. На 90 уровне все герои Теневого Синдиката у нас получают плюс 50% к физическим повреждениям. Урон у нас с вами растет. Ну и что могу сказать? Герой по факту слабоват. То есть урона у него мало, он практически нигде не используется. Но понятное дело, что вы можете там проходить главы. Обычные сложные главы вы, я думаю, даже с удовольствием закроете, играя за него. И все, больше он вам нигде не нужен. В войнах фракции, кстати говоря, его будет легко прокачивать, потому что там он в целом себя хорошо показывает. Но войны фракции это такой режим, в котором нужно играть каждым героем, чтобы прокачать осколки и так далее, чтобы быстрее поднимать вот этот звездный уровень каждого из героев. И давайте посмотрим, что у нас здесь интересного есть в скиллах. Базовые атаки теперь отмечают врагов. Что это значит? Это значит, что над мобами появляется такое перышко небольшое. После 2 секунд отмеченные враги получают, ну вот у меня сейчас 3 уровень у него открыт, не помню, почему я это сделал, но вам не рекомендую в любом случае. Получают определенное количество урона. Также увеличивает урон от основного оружия. У него основное оружие это перья. На 200%, ну тут написано за 4 секунды, я думаю, что на 4 секунды, тут уже особенности перевода, ну, скорее всего, вот где-то была допущена вот эта вот логическая ошибка, то есть не за, а на. Ну, то есть что, отмечаем врагов, да,
перышко над ними появляется, и потом бам, через 2 секунды у нас определенное количество урона выдается. У него есть особенность в том, что он любит массовость, то есть он против толпы. У него вот этих перьев очень много. Он, честно говоря, чем-то очень сильно похож на ассасина. Но у ассасина кузница 1-1 дает глобальное усиление по урону. И неплохой урон он выдает на боссе. Это я говорю про ассасина. И также у ассасина, самое главное, у него есть возможность его развить, то есть получить эво. Здесь же у нас кузница закрыта, висит замочек, то есть тут никакого потенциала абсолютно нет. Раскачивать его разве только скиллами можно, ну и по факту-то и все. Ну, если только еще и на 140 уровне вы откроете дополнительный урон. Но опять же, к тому моменту, когда вы вообще в целом дойдете до вот этого показателя, я не знаю, как быстро и как активно вы играете, как часто, там, воины фракции и так далее. Может быть, у вас какие-то свои возможности доната есть. Но я думаю, что к этому моменту у вас уже будет куча других героев, которые будут в любом случае больше урона вам выдавать. Итак, что у нас дальше? Здесь каждые 2 секунды мы с вами бросаем 15 перьев по дуге перед героем, каждый из которых наносит 1540% урона и отмечает врагов. То есть вот этот скилл, он у нас получается взаимосвязан с первым скиллом. И что мы видим? Бросаем 15 перьев. То есть это очередное доказательство того, что герой у нас ориентирован на толпу, то есть будет комфортно проходить обычные сложные главы. В кошмаре будет проблематично, особенно на слабых аккаунтах. Ну, если у вас, конечно, есть урон. Если у вас есть урон, то тогда да, тогда вы там, наверное, будете прям с удовольствием проходить. Но нет замедления, нет оглушения, нет заморозки. Из-за этого ставлю такой вот ему минус. Так, и ульта. Все, кого мы с вами положили базовым оружием, заполняют шкалу. После заполнения сокращается время для восстановления первого скилла. И выпускаем ураган воронят бездны, каждый из которых наносит 100% урона и опять же помечает врагов. То есть здесь все между собой взаимосвязано. Нету какой-то уникальности в каждом вот этом вот умении, да. И по факту, вот, то есть просто вот мы ориентированы на толпу и на большое, огромное количество урона. Да, потом в какой-то момент, если вам уже станет совсем-совсем скучно в этой игре, то вы можете просто вот ради удовольствия за него попробовать поиграть. В подземелье он показывает достаточно неплохой результат, по крайней мере, у меня. Мы с вами можем как сделать? Мы с вами можем зайти сюда и посмотреть. Ворон бездны, 3 звезды. В прошлом забеге он у меня выдал результат 9,4 биллиона. Тут немножечко глобальных усилений у меня появилось. Давайте посмотрим, какой результат он у меня покажет сейчас. Так, где у нас тут? Вот здесь. Раз, два, три. Герой кто? Герой ворон. Погнали. Так, 1,7 сейчас нам нужно убрать. Вот тут, кстати, интересно. Вот у него, видите, урон, проникающий урон. То есть он больше ориентирован на зацеп. Скорость снарядов добавляется. Давайте скорость ему прибавим. Давайте добавим еще темные перья возьмем. Еще, видите, плюс 2 проникающий урон. Так, обновим. Ну ладно, возьмем вот это. Урон прибавим. Плюс 5 проникающий урон. И плюс 5, ну это много. То есть это он должен просто вот прошивать абсолютно всех. То есть это вот его прям такая фишка, что вот он прям вот ориентирован на толпу. Он ориентирован на массовость. То есть в битве с боссом он точно никаких хороших результатов не покажет. Так, сейчас я скорость уберу. Также здесь сделаем вот так, чтобы все было видно. Так, здесь обновим. Здесь обновим. Ну, давайте вот это возьмем, чтобы мы с вами видели все.
Вот, смотрите, плюс 10, плюс 10. Ну, вот как это вообще объяснить? Куда столько много? Вот нет бы что-нибудь другое, более полезное. Но вот решили почему-то именно так, чтобы мало не было и всем досталось. Так, скорость берем, перезарядка обязательно. Так, чуть-чуть побегать здесь все равно в любом случае нужно будет. Так, давайте вот это возьмем. Удвоение. Вот они, перышки летают, вот они происходят. Вот здесь прям четко все видно, как происходит действие вот этих вот скиллов. То есть вот эти красные, видите, окружности, красные круги, которые появляются, это значит, что работает скилл. И это же прекрасно, это же хорошо. И вот сейчас у нас с вами будет интересный момент. Должна будет у нас ульта запуститься, и мы с вами обязательно посмотрим, какой урон у нас выдаст ворон. Вот воронята летают, но летают очень быстро, и поэтому незаметно. Мы их не замечаем. Ну, я вижу, конечно, не знаю, видно вам или нет. Ну, по идее, должно быть видно. Но по факту герой, он просто вот, ну, он нигде не используется. Вот он нужен просто для того, чтобы усилить. О, 2 кулачка, да? Видите, как повезло. Ну-ка, давайте один возьмем. Сейчас мы точно обновим показатель. Было 9,4, сейчас с кулачками мы точно все обновим. Скорости давайте прибавим. Так, мне показалось, или там третий еще кулачок вижу. А, нет, это я перепутал с щитом. Ну, щит я имею в виду, который снятие брони с моба. Показалось, но ничего, ладно, нам все равно хватит. Ну, в общем, интересного толком здесь ничего нет. В конце игры, конечно же, можно поиграть будет за него. Но поначалу он вам покажется таким слабым, достаточно скучноватым героем. То есть там читаете описание, что у него и тут, и то, и то, и то, и то. Но по факту, ну я имею в виду, что и здесь урон, и тут урон, и там что-то происходит. И плюс он еще и перышки вот эти вот накладывает. Но по факту здесь ничего интересного абсолютно нет. То есть вот он просто вот ориентирован на толпу и все, и не более. Больше у него каких-то там фишек, особенностей нет, и все. То есть нужен для глобальных усилений. Но в любом случае открывать надо, куда деваться. Пока возможность есть, пробуйте. Надеюсь, что кому-то повезет. Но кому-то, конечно же, не повезет. Итак, было сколько? 9,4. Ого, ну теперь 19,2. Ну вот так вот, глобальное усиление чуть-чуть открыл, и все. И практически чуть больше, чем в 2 раза урон появился. Ну плюс еще там кулачки поднял. Так, сейчас обязательно обновлю забег. Все там поменяю, отредактирую. Поставлю все как надо. Ну, в общем-то, вот такой вот обзорчик получился. Надеюсь, что рано или поздно когда-нибудь появится у него Эва. Может быть, в этот момент он заиграет и будет раскрыт его потенциал. Но пока вот так. Пока он что-то вот где-то на уровне мудреца свитков, там энергетического мага. Вот такие вот герои, которые достаточно легко открываются. Все, с вами был Импреза. Совсем немножко осталось обзоров переделать. Там порядка... Сегодня смотрел, считал, у меня там список есть, по-моему, штук 9 героев осталось. Обязательно доделаем, и потом уже обзоры будут выходить по мере открытия новых героев. Все, с вами был Импреза, всем пока, подписывайтесь, там пишите комментарии, как вам Ворон Бездны, может вы его где-то используете. Давайте все это дело обсудим, с удовольствием подискутируем с вами на эту тему. Все, всем пока, всех обнял.